Всем привет! Сегодня я вам расскажу самый короткий, быстрый и действенный метод с научно доказанной эффективностью, который называется бихевиоральный эксперимент. Больше всего он подходит тем людям, которые обожают построить всякие негативные предсказания на будущее, то есть всякие апокалиптические пророки. Люди, в мышлении которых преобладают элементы либо депрессивного, либо тревожного, но в любом случае негативного мышления. И этот метод позволяет вам проверить, насколько ваши прогнозы сбываются и когда они не сбываются. Ну, что я подразумеваю под негативным мышлением? Например, вы думаете: нет смысла идти на эту вечеринку, все равно там будет скучно, все только набухаются, будут разброты, шатания, мне вообще не понравится, просто буду дома сидеть. Либо же: не-не-не, я ни в коем случае не буду признаваться этой девушке в любви, она меня все равно отвергнет. Или: я не буду просить своего начальника о том, чтобы он мне повышал зарплату, в любом случае будет только конфликт, я испорчу свою репутацию, а в итоге зарплату он мне так и не повысит. Или: не-не-не, машину покупать ни в коем случае не имеет смысла. Во-первых, она у нас будет стоять во дворе, она превратится в ржавое корыто под дождем и снегом, ее надо будет постоянно ремонтировать, мы на ней никуда не будем ездить, это неинтересно, мы на ней разобьемся, покалечимся и умрем. Либо же: как страшно, завтра я приду на экзамен, там вся комиссия настроена против меня, они вот так вот скептически на меня будут смотреть, я никому из них не нравлюсь, они все запомнили то мое высказывание, поэтому они меня завтра специально будут заваливать. Либо же: как страшно выкладывать этот ролик на YouTube, он не наберет никаких просмотров, в комментариях будет один только хейт, и мне никогда в жизни не получится стать популярным. В общем говоря, когда преобладают именно вот такого рода мысли, что вам нужно делать? Вам надо завести тетрадочку и записывать все свои негативные эти предсказания в нее. Вот прям подумали, записали, потом пошли, сделали, и после этого поставили плюс, если ваше это негативное ожидание сбылось, и все оказалось именно так, как вы и ванговали, но либо же, если оно не сбылось, то тогда вы уже ставите минус. И так вы делаете на протяжении месяца. И что у вас получится в результате? Например, я пойду на вечеринку, и там будет очень скучно, мне на ней не понравится. Сходили, там было так клево на этой вечеринке. Вы, пришли домой и поставили минус. Или: я признаюсь этой девушке в любви, а она меня пошлет. И тут вы пошли, признались ей, а она такая взяла, и согласилась. Опять минус. А потом я встречусь с родителями, они опять начнут меня чмырить, обсирать, и все закончится только скандалом. Пошли, проверили, а вот тут плюсик поставили, то есть ваше предсказание было верным. И в итоге, что получится в результате? В 90% случаев, или 97% даже, оказывается, что все негативные вот эти вот ожидания, предсказания на будущее, они не оправдываются. И какие плюсы есть у этого метода? Во-первых, когда вы просто думаете свою негативную мысль, вы относитесь к ней без критики. А когда вы ее записываете, вы уже понимаете, что это моя негативная мысль. Она не просто так какая-то рассеянная, она становится четко очерченная. Во-вторых, когда вы заполняете этот бихевиоральный эксперимент, ваш мозг уже сам начинает продумывать, что ему нужно сделать именно для того, чтобы минимизировать вероятность угрозы наступления определенного события, то есть именно сделать так, чтобы для вас эта ситуация закончилась выигрышем, то есть победой, и чтобы она закончилась для вас позитивным результатом. То есть вы думаете над тем, как сделать, чтобы это предсказание не сбылось. Третье, самое главное, вы идете на вечеринку, и вы просите начальника, то есть вы делаете. И таким образом вы выходите из своего всегдашнего избегания. А это именно избегание, как правило, поддерживает ваш негативный опыт, а не то, что весь мир плохой, или не то, что ваши мысли негативные, оправданы и обоснованы, а то, что вы ничего не делаете для того, чтобы их опровергнуть на практике. Четвертое. В результате того, что вы делаете, вы получаете то, что нужно в 97 или в 90% случаев. Ваши действия заканчиваются победоносным результатом, вин и профит. Пятое. Тогда, когда ваша мысль действительно должна быть негативна, потому что доля негативного мышления всегда должна быть у рационально мыслящего человека, то тогда вы понимаете, это является для вас опытом, что тут вы были правы. Но самое главное, в чем этот метод заключается, это в том, что
Он помогает вам откалибровать свою оптику и тщательнее ее настроить. И из вот такого количества негативных мыслей у вас остается вот такое, а вот тут, где должен быть позитив, он занимает свое место в вашем мозге. Обожаю этот метод, потому что он является таким вообще классным взглядом, научного взгляда на жизнь и восприятие мира, что это ваше негативное предсказание является только гипотезой, которую предстоит еще проверить, и тогда ваша жизнь, ваши действия, это получается один большой сплошной научный эксперимент. А когда жизнь — это не просто то, во что вы полностью погружены и относитесь к этому без критики. Когда жизнь воспринимается как эксперимент, то все становится делать немножко интереснее и веселее. Но сейчас повангую вам я. Значит, те люди, у которых и так достаточно развиты элементы оптимистического мышления, послушают меня, посмотрят и потом напишут в комментариях: Евгения, спасибо большое, вы мне так помогли, я посмотрела это видео, моя жизнь изменилась, я записала в тетрадочку все, и оказалось, что мои негативные мысли не сбываются, ура! А те, для кого на самом деле это видео предназначено, они сейчас посмотрят, и потом они подумают или напишут в комментариях: нет, типа, этот метод не работает, это все полная фигня, я и так все знаю, вот мои негативные мысли, они точно оправданы, вот они точно обоснованные, и если я буду заполнять эту тетрадочку, то у меня 97% будет плюсиков, то есть все мои негативные мысли сбудутся. И вот, что я вам предлагаю сделать? Пойдите, откройте тетрадочку и запишите туда эту мысль как свою первую. Если я буду заполнять свои негативные предсказания, то в 97% случаев они сбудутся. Можете это воспринимать как вызов, который я вам кидаю. Через месяц поговорим в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите моих новых видео. Всем пока!